Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 октября, понедельник, и за прошедшие выходные произошло достаточно много интересных событий. Главное из которых, на мой взгляд, является референдум, который прошел вчера в Казахстане. Референдум был по поводу строительства атомной электростанции в этой стране. Но это был такой достаточно противоречивый вопрос для граждан Казахстана. Поэтому он был вынесен на референдум. По большому счету вопрос стоит так. Почему именно сейчас Россия должна получить право на строительство атомной электростанции в Казахстане? Хотя, по мнению многих уважаемых экспертов, ну и опальных даже экспертов, но тем не менее экспертов, именно экспертов, надобность в этой атомной именно электростанции не так велика, дефицита электроэнергии в стране нет, и если рассматривать это дело с политической точки зрения, то это можно рассматривать как своего рода помощь, хитрую, завуалированную, но очень мощную помощь России в это трудное для нее время, время агрессора, который лишается значительной части ресурсов для дальнейшего продолжения своей агрессии в Украине. Напомню, этот вопрос возник вообще о строительстве атомной электростанции еще во время одного из первых визитов нового президента, нового я имею в виду после Назарбаева, нового президента Токаева, первый раз после того, как он стал президентом в 2019 году, потом в 2022 его переизбрали. Первым делом он в обоих случаях отправлялся в Москву с визитом, и вот оттуда он привез, что будем строить. Он сказал, это будем строить как вопрос решенный. То есть Путин ему там сказал, будем строить. Ну, Путин уже тогда готовился, в 2019 году, готовился к войне, в 2022 он ее фактически уже вел. И поэтому, надо сказать, его помощники просчитывали достаточно далеко и оказались правы в том, что они вот замутили такой проект долгоиграющий. Почему? Почему он оказался столь важным именно сейчас? Потому что, как сообщают многочисленные аналитические агентства, аналитики западные, доходы России от продажи нефти, а это один из основных источников пополнения российского бюджета, как вы знаете, они снижаются, и снижаются устойчиво. И в последнее время ситуация такова, что вызывает просто, ну, я не буду использовать слово панику, но весьма такой серьезный испуг. Вот я собрал тут из разных агентств за последнее время оценки, и получается следующая картина. Доходы России от экспорта нефти резко упали в последние месяцы из-за снижения мировых цен на сырую нефть и сокращения спроса, а также в связи с последними действиями, с решениями Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти. Это падение было вызвано снижением спроса на фоне, в том числе, рекордного объема добычи нефти американскими производителями. Механизм ограничения цен тоже помог. Вы помните, когда страны G7, а затем Евросоюз, к ним присоединились Соединенные Штаты, приняли решение о введении потолка цен на экспорт российской нефти в размере $60. Так вот, этот механизм ограничения цен хорошо сработал в первый год его действия. За первые 9 месяцев 2023 года доходы Кремля от налогов на экспорт нефти сократились более чем на 40%. По сравнению с предыдущим годом. Резко сократилось в связи с неблагоприятной для России конъюнктурой потоки нефти из Раши в Китай. Это уже лето 2024 года. Они упали до 1,76 баррелей в день, что на 7,5% меньше, чем в соответствующее время в прошлом году. И это на 30% меньше поставок нефти из России в Китай с марта 2024 года. А буквально 4 дня назад я читал сообщение в британской печати по поводу катастрофической ситуации «Газпрома», который самой процветающей компании, так сказать, стержня пополнения, главного источника пополнения российского бюджета, буквально рухнул. Там приводились данные по
дочерней компании «Газпрома» под названием «Газпром UK», которая с британских позиций в северных водах добывала нефть. Так вот, значит, за отчетный период, по-моему, там за последний квартал они отчитывались, «Газпром» UK рапортовал прибыль в размере аж, задержите дыхание, 4 миллионов долларов. Ну, то есть это совсем смешно. Да? Компания, которая когда-то ворочала миллиардами, теперь рапортует доход 4 миллиона долларов. Ну, тут же и проблема и с серым флотом нефтеналивным, который собрала Российская Федерация в размере, там, по-моему, 1400 нефтетанкеров, призраков, которые болтались под чужими флагами, нигде не регистрировались или регистрировались как-то там совершенно левым вариантом. И теперь очень значительная их часть просто простраивает, потому что нет этой нефти. И это привело к тому, что доходы от нефти и газа, которые были крупнейшим источником дохода российского государства в течение последнего десятилетия, сократились в 23-м году, 23-м, простите, году на 25%, на четверть по сравнению с 22 годом. Ну и надо было чем-то это пополнять, и это вынудило, как пишут аналитики, именно нефтегазового рынка, вынудили российские власти рассмотреть вопрос о серьезном повышении налогов на нефтегазовую отрасль, чтобы компенсировать потери и продолжить финансирование войны в Украине. И тут в это время всплыла эта история 2019-2022 года визитов Токаева в Москву, где речь шла, где ему сказали, что, может, вам придется, когда мы скажем, построить у себя атомную электростанцию. Ну что, значит, по поводу того, нужна она или не нужна, тут вообще в принципе, а нужен ли мальчик вообще там, образно говоря. И многие эксперты говорят, что он совершенно не нужен вообще. Почему? Вот я вам приведу слова бывшего министра энергетики Казахстана, который считается врагом государства номер один в Казахстане, начиная с тех пор, как он поссорился с Назарбаевым. Он стал главным, тогдашним президентом Казахстана, он стал главным врагом государства, а вернее семейства Назарбаевых. Потом эта почетная должность господину Мухтару Аблязову перекочевала к новому президенту Токаеву. Но что никто не отрицает, это то, что он действительно был серьезный эксперт, потому что он был министром энергетики, но он был серьезнейшим финансистом. Достаточно сказать, что за банк, который он приватизировал в свое время и сделал из него один из крупнейших банков Казахстана, а потом и Международного банка, который имел филиалы, дочерние компании, вернее, нет, филиалы, он имел филиалы в Киеве, также в Москве. Так вот, за его экстрадицию из Европы боролись и Казахстан, и Раша, и тогда это был режим Януковича. Короче говоря, все полубандитские, это я имею в виду Януковича, а также КГБшно-мафиозные автократические режимы боролись за его экстрадицию. Так вот, он говорит, что в Казахстане существует избыток электричества, электроэнергии, просто избыток. Причем на тот избыток, который уже сейчас есть, можно обеспечить электричеством еще 4 таких города, как Алматы. Алматы – это город двухмиллионник, то есть можно еще 4 обеспечить. Другие говорят, ладно, хорошо, оставим в стороне, там есть или нет, потому что вот этот избыток, он очень быстро расходуется за счет майнинга. Процветает майнинг криптовалюты в Казахстане, и вот 4 города Алматы уже не справляются, потребляют всю эту энергию. Ну хорошо, тогда другие источники приводят примеры, что да, можно и гидроэлектростанциями пополнять, можно на газе это все делать как-то. Короче, есть масса других вариантов, а этот самый опасный. Самый опасный, потому что собирается строить эту станцию возле озера Балхаш, а это загрязнение. А все помнят еще времена Советского Союза, когда несчастная территория Казахстана была
полигоном, где испытывалось ядерное оружие, и это имело огромнейший негативный эффект на десятилетия вперед на окружающую среду. И есть такие выкладки, что если построить там эту электростанцию, ну, во-первых, народ перестанет жить в радиусе где-то примерно 50-100 километров вокруг этой станции. Ну, вспоминая на этот еще раз историю Чернобыльской станции. Затем, значит, перестанут жить, перестанет экономически развиваться этот район, станет мертвой зоной. Люди перестанут покупать рыбу из озера Балхаш, а поскольку на рынке, в магазине трудно разобрать, оттуда она или из Балхашина, или из какого-то другого источника, то люди вообще перестанут рыбу покупать. Короче говоря, там мрачные такие истории, и главное, во имя чего все это нужно. То есть вопрос так вот ребром не стоит, что если вот сейчас не построить эту электростанцию, то все пропало, это пагубно скажется на экономике страны. Тем более, что строить ее где-то 12-15 лет. Ну, а что все это время делать? Страдать экономически, и вдруг потом бум, взрыв, экономический рост через 15 лет. А кто знает, что будет через 15 лет в нынешнее время? Никто не знает. Поэтому справедливо значительная часть народа, населения, активистов, грамотных людей в Казахстане с развитым интеллектом заподозрили в этом деле политическую авантюру, цель которой со стороны Российской Федерации просто поставить под контроль еще одним способом правящий режим в Казахстане, а через него и всю страну. Причем сделать это в самое вот важное, в самое опасное для Москвы, для Кремля время, когда дела на фронтах Украины идут у него не ахти, с экономикой дела неважно, и есть варианты, я вам в последующих своих обзорах расскажу, долгосрочные варианты по всей экономике. То есть там ситуация такая, что прогнозируют американские экономисты, что трындец, как говорится, настанет где-то весной следующего года. Ну и вот с какой стати Казахстан должен падать вот таким образом под Путина, под Рашинскую Федерацию в такое время. Чем Раша заслужила такую благосклонность? Тем более, что были другие варианты. Изначально, во всяком случае, декларативно руководство Казахстана говорило, что рассмотрит возможное участие компаний из США, из Японии, из Южной Кореи, из Франции, из Китая. Но потом как-то они все отпали. Вот я вам приведу пример, почему отпали. Соединенные Штаты Америки. США говорят, что нету у Казахстана денег собственных для того, чтобы заплатить России за эту работу. То есть надо будет влезать Казахстану в кредиты. Америка не хочет вгонять Казахстан в кредит, поскольку Америка дружественное государство. То есть получается, что только враг Казахстана, недружественное государство, может заставить его влезать в кредиты для того, чтобы построить атомную станцию, которая будет строиться 15 лет, и потом, значит, все долги окажутся на Казахстане. Ну, Япония, она ушла от этого проекта, потому что у нее проблемы были с их атомной станцией. Кто там еще у нас остался? Южная Корея тоже как-то охладела, и в конце концов осталась только Российская Федерация. То есть в чистом виде, что мы имеем в виду? Раша хочет, чтобы Казахстан купил, можно сказать, или заказал эту станцию у Российской Федерации. При этом в Казахстане денег нет. Китайские компании были заинтересованы, государственная китайская компания, но потом она как-то так вот немножко отъехала, непонятно по какой причине. Был как-то так рассеялась эта заинтересованность. И вот вырисовывается такая картина, что, возможно, это такой вариант. Россия с Казахстаном подписывает договор, Россия будет строить эту станцию, а деньги будет, вот этот кредит Казахстану, возможно, дадут китайцы. Ну и поскольку Китай является сузереном, то есть Россия – это вассал Китая, а Россия, значит, попробует сделать
или, скажем так, мягко, укрепить свое влияние на правящий режим Казахстана, то есть Китаю все равно. Китай у него, он владеет Россией сейчас по большому счету, он что скажет, что то и будет. Поэтому зачем ему размениваться, тратить силы еще на строительство этой станции, когда это можно сделать российскими руками на китайские деньги, и все равно хозяином там будет Пекин. Плюс 15 миллиардов, которым оценивается это дело, но России надо как можно быстрее, а не ждать 10, 12-15 лет. Поэтому есть такой вариант, что этот проект станет прикрытием гораздо большей помощи со стороны Китая через Казахстан Российской Федерации. То есть сделать то, что Китай в связи с санкциями и стремлением избежать вторичных санкций хотел бы избежать. То есть речь еще идет использовать этот проект как тайный канал массированной китайской, возможной массированной китайской помощи Российской Федерации в обход санкций. Ну и вчера прошел референдум. Референдум проходил по поводу того, как народ, население Казахстана относится к этому проекту. Якобы более 71% проголосовали «за». Но этот референдум, это ожидалось, проходил, как всегда, в любой автократической стране. То есть там было и манипуляции в массовом масштабе со стороны государства, там были гонения на активистов, многие были задержаны и даже, и даже приговорены к разным срокам, насколько я понимаю, административного заключения или административным наказанием. Вот что мы имеем на пространстве бывшего Советского Союза в рамках ОДКБ. То есть если этот проект пойдет, то Россия усилит свое влияние в ОДКБ, усилив свое влияние на Казахстан. Затем это все идет в рамках противоборства двух лагерей, с одной стороны, оси зла, куда еще больше через этот проект будет вовлечена Центральная Азия, потому что такой же проект будет строиться в Узбекистане и в Кыргызстане. То есть, таким образом, эти страны подпадают под большее влияние России, которая находится под растущим протекторатом и влиянием Китая. Вот такая сложная геополитическая игра. А в это время в одном из локаций этой оси зла происходит загадочное и важное событие. Вчера армянская сейсмическая станция обнаружила возможный взрыв в Иране. Причем этот, взрыв, она, строго говоря, зафиксировала сейсмическое событие, научно выражаясь, мощностью 4,6, магнитудой 4,6 в Иране. Исследователи отметили, что в нем отсутствовала так называемая сейсмическая волна сжатия, которая сопровождает обычно землетрясение. Таким образом, трактуется, что это было не столько землетрясение, сколько был взрыв, ядерный взрыв. Эта активность сейсмическая была сосредоточена в пустыне Кавир, недалеко от города Арадан. Ну и сравнение типичных колебаний при землетрясениях и ядерных испытаниях позволяет предположить, что это событие больше похоже на ядерное испытание. Примечательно также, что не было зафиксировано никаких автошоков, то есть дополнительных колебаний этих или толчков после основного и главного, что имеет обычно место после землетрясения. Там первый идет толчок, а потом меньшей магнитуды. То есть это является еще одним свидетельством, указывающим именно на взрыв, а не на естественную сейсмическую активность. То есть из этого следует, что можно предположить, что там было проведено нечто похожее на ядерное испытание. С другой стороны, я читал буквально позавчера интервью бывшего командующего Сетком, это Central, центрального командования Соединенных Штатов. Это то, действие которого распространяется на Европу и Африку. А это включает в себя, естественно, Северную Африку, Ближний Восток, на африканском континенте. Да. Так вот, это генерал Маккензи,
который высказал предположение или подозрение, что все вот эти разговоры или утечки со стороны Ирана о том, что у них есть ядерное оружие, все это иранская хитрость и уловка, при помощи которого, ну то есть блеф, типичный блеф автократических режимов, о которых мы прекрасно знаем на примере путинской Раши. И вот цель постоянных утечек, намеков из Ирана о том, что они близки, там им осталось то ли неделя, то ли до года до создания атомной бомбы, это якобы тоже блеф со стороны, по мнению генерала, для того, чтобы оказать тем самым давление на Запад и выторговать что-то в политическом плане. Но я как вот прокомментировал бы заявление генерала. Он занимал очень высокую должность. И когда он это занимал, а это было совсем недавно, уже Иран по полной якобы работал над своей ядерной программой, уже якобы оставалось ему совсем чуть-чуть до приобретения этой бомбы. То есть ему, этому генералу, поступала, я не скажу вся, но большее количество информации, относящейся к этой проблематике, потому что это в сфере действия его командования. И из его высказываний следует, что, видимо, таких жестких, очевидных, 100% надежных, даже 90% надежных данных разведки о том, в каком состоянии, на каком этапе находится ядерная программа Ирана, у американской, у британской разведок по большому счету нет. Все это предположения, которые часто интерпретируются с точки зрения тех или иных политических интересов той или иной группы, той или иной страны в данный конкретный момент. Вот я вам приводил пример, как приезжала прошлым летом сюда делегация, даже не делегация, а два представителя, один директор Моссад, затем министр обороны. И тут панические настроения. Неделя осталась до приобретения Ираном атомной бомбы. А если мы что-то не сделаем, а намек был, надо бомбить, а бомбить надо с Америкой бомбить. Вот. Потом как-то так Байден их остудил, проходит неделя, вторая, и по-прежнему сейчас неделя, вторая, а последние утечки были, что-то даже не неделя, вторая, а 3 месяца-12 месяцев. В общем, расслабляться нельзя, но и полностью полагаться на эти данные тоже нельзя. Вот, кстати, хотел бы прокомментировать. Мне иногда тут пишут, а вот вы там вот тогда-то сказали то-то, оно не сбылось. Господа, значит, я комментирую события, которые меняются. Я беру те события, которые, излагаются определенными источниками, серьезными источниками. Но, как я вам только что показал на основании этой истории с ядерным оружием, даже разведка по текущим событиям сейчас не может на 100% сказать, а что свершилось, или вернее, что было, а что будет. Пример вам еще один. Когда приехал Тони Блинкен вместе со своим партнером из Великобритании в Киев, вот последний их визит, то в Британии, в Лондоне, Министерство иностранных дел и обороны были абсолютно уверены, что в Вашингтоне практически приняли решение снять ограничения на использование ракет вооруженными силами Украины, нанесение вглубь. Вот поэтому и был этот визит этих дуэтов. Тони Блинкен, как после этого говорили, практически не то что открытым текстом, но он намеками, очень такими серьезными намеками давал понимать, что там в Белом доме уже все решено, сейчас мы проведем это все, получим план, обговорим тут все. А потом, когда они приехали в Вашингтон, бам, и вот так вот получилось. Поэтому вот говорят, что в Белом доме тоже много зависит от финального решения Байдена, зависит от того, кто последний с ним встретился и зашел в его комнату и вышел оттуда. Поэтому все течет, все изменяется, и мы рассматриваем текущие события, так как они развиваются на сегодняшний день, и пытаемся сделать прогнозы на основании наиболее вероятных. А вероятные это более 50%, но это не 100%. Имейте это в виду. Еще одна интересная информация на фоне вот этой по поводу якобы возможного ядерного взрыва на территории Ирана. Путин должен на этой неделе встретиться с президентом Ирана. И вот это интересно. Я рекомендую запомнить это тем
слушателям, моих слушателей, которые мне рассказывали, значит, в своих сообщениях, что президент Ирана – это никто в Иране, и вообще не надо обращать на него никакого внимания. Но Путин вряд ли бы встречался с президентом Ирана, если бы это был никто, и звали его никак. Это одна из двух важных сил. Он, с одной стороны, все-таки он избран народом, с другой стороны, это КСИР вместе с Куцем, главы которого, командиры, они прекращают свое существование с удивительной скоростью. Последний вот исчез с поля зрения, это командующий Аль-Кудс, это самая страшная сила, это западное, так сказать, крыло, вернее, иностранное крыло КСИР, корпуса стражей исламской революции. И вот они планируют, вернее, Путин планирует встретиться, ну и обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, которая вот-вот может выйти из-под контроля. Причем планируют встретиться с ним дважды, что вызывает подозрения. Значит, первое это будет 11 октября, это в Ашхабаде они встретятся. А потом 22-24 это уже будет в Казани, где будет проходить саммит БРИКС. То есть это дает основание предположить осторожно, что какое-то решение важное будет обсуждено 11 октября, возможно, принято какое-то решение, а 22-24 или обсудят его результаты, или примут уже окончательное решение, что там как-то делать. И это происходит на фоне предыдущих заявлений этого же самого Пежескяна, который говорил, что надо перекалибрировать отношения, то есть как-то так свернуть отношения с Рашей главным образом за счет сокращения или полного прекращения помощи оружием, с другой стороны, интенсифицировать, активизировать отношения с Западом для снятия санкций. Запад ему в ответ показал фигу, извините за выражение, другого не найду. Но теперь, как говорил вот тот же самый генерал Маккензи, Иран находится в критической ситуации, причем критическая часть этой ситуации, она все более усугубляется. Как дальше сообщают средства массовой информации по поводу встречи Путина с Пежескяном, эти заявления свидетельствуют о продолжении сотрудничества между двумя странами. Затем Ушаков, это главный помощник Путина по международным делам, не стал уточнять подробности планируемых встреч, но подчеркнул, что Путин не планирует встречаться с премьером Израиля Нетаньяху в ходе, значит, в связи с обострением ситуации в регионе. О чем это говорит? Это говорит, что Путин будет координировать, или Россия будет координировать возможное действие или бездействие со стороной оси, то есть с осью зла через Иран, и не будет координировать и искать какие-то решения, выходы с странами Запада, включая, значит, Израиль. Как одно из звеньев вот этих событий, сегодня была опубликована статья Wall Street Journal, согласно которой Бут, вы помните этого деятеля, Виктор Бут, который многие годы просидел в тюрьме в Соединенных Штатах Америки, считался как бы основным торговцем смерти на международных рынках. Российский оружейник или торговец оружием. И вот его обменяли, как вы знаете, в 22 году на американскую баскетболистку, которая находилась в заключении в Российской Федерации. И вот теперь в Москву приезжает делегация хуситов, которые регулярно в акватории Красного моря шалят обстрелами ракет, в том числе израильской территории. Они приехали якобы, чтобы приобрести автоматическое оружие на сумму примерно 10 миллионов долларов. Ну, чепуха, так по большому счету. Автомат Калашникова с патронами на 10 миллионов долларов. Для этого не обязательно ехать в Кремль. Но когда они приехали туда, они встретились с Бутом, которого знали и раньше. Об этом сообщили соответствующие источники, я думаю, это представители разведсообщества США, сообщили Wall Street Journal, ну и далее пытались определить, о чем речь идет. В общем-то, ничего толкового, кроме вот этих 10 миллионов долларов и
автоматов Калашникова они прикинуть не смогли. Пишут, что администрация Байдена опасается, что Россия может предоставить хуситам такое современное оружие в отместку за поддержку Вашингтоном Украины. Но пока нет доказательств того, что ракеты какие-то были отправлены хуситам или что будут причастен к такой сделке. Ну, у меня тоже нет данных о причастии будто какой-нибудь такой сделки о поставке ракет хуситам. Но вот что нам всем известно. Смотрите. Значит, хуситы – это самая отмороженная часть, по-моему, вот этой, как в Иране ее называют, оси сопротивления. Или этой дуге прокси, при помощи которой Иран создал себе внешний радиус или внешний круг обороны от Израиля и от союзников Израиля. То есть это Хезболла, Хамас и хуситы. И вся надежда Ирана была на то, что когда начнется заваруха, тогда Хезболла, Хамас, хуситы, они все вместе дружно начинают обстреливать территорию Израиля, а Иран где-то там, сзади, на бэкграунде, они обеспечивают его безопасность. Это был, так сказать, передовая его оборона. Теперь в этой передовой обороны большие бреши. Хамас, даун, Хезболла, не капут, но в значительной части, в значительной степени капут, обезглавлено, и огромное количество, чуть ли не до 50% боеприпасов уничтожено Израилем и союзниками. Остается, так сказать, в качестве боевой единицы где-то хуситы. Это первое. Второе. Когда вот были последние эти обстрелы Израиля, было зафиксировано, по крайней мере, пуск со стороны хуситов одной ракеты, скорость которой превышала скорость звука в 2 раза. 2 маха. Это уже, господа, не автомат Калашникова. Потому что вряд ли у каждой террористической группировки есть ракеты, которые могут лететь со скоростью 2 маха. И якобы эта ракета преодолела всю оборону противоракетную Израиля и упала где-то в центре. Причем источники, которыми владеют российская сторона, они сообщили российской стороне, что эта ракета поразила какой-то склад или какой-то военный объект, якобы на территории Израиля. По поводу того, что она поразила, не поразила, это оставим немножко в стороне. Но никто не оспаривал тот факт, что речь идет, то есть я слышал это не только от российских источников, но я слышал это и от американских, причем не на основных средствах массовой информации, что могло вызвать бы панику, потому что одной из основных мишеней вот этих ракет хуситских является не только Израиль, но и 2, по крайней мере, авианосные группы США в этом регионе. То есть эта ракета может полететь и в сторону авианосца Авраам Линкольн. То есть такое сообщение, скажем, тот же Wall Street Journal произвело бы немало шума в США. Так вот, значит, возникает вопрос, если у них есть такая ракета, кто ее поставил. И тут же возникает у нас название на географической карте того места, откуда это могло поступать. И вот теперь оказывается, что хуситы находятся в прямом контакте с Бутом. А когда это было, помните, было сообщение, я вам о нем рассказывал, что якобы на территории Ирана россияне ведут переговоры с хуситами о поставках оружия, в общем, современного хуситам. И я вам тогда сказал, что это какая-то чушь, потому что у россиян наверняка и давно есть прямые связи с хуситами, и зачем Москве посвящать Иран такие деликатные отношения, которые, я бы сказал, конфиденциальные, которые Москва имеет с хуситами. Зачем им для этого нужен Иран? И действительно, сейчас оказывается, что у них есть прямой контакт с Бутом, что надо было и понимать, и предполагать, поэтому все идет напрямую. То есть это, по большому счету, еще один и очень сильный сигнал Кремля Соединенным Штатам Америки, что если вы снимете ограничения на использование ваших ракет вооруженными силами Украины, то мы поставим ракеты хуситам, и тогда 2 маха, скорость, а там авианосцы
две авианосные группы, и по кому вы будете отвечать? Да нам плевать, что вы будете по Йемену лупить в ответ. Нам-то что? Мы-то будем где-то там, сзади, в безопасности. Вот такая интересная история у нас с Бутом, с хуситами и с ракетами. Теперь интереснейшее сообщение поступает благодаря Нью-Йорк Таймс и газете Independent. Оказывается, Дональд Трамп попросил у Владимира Путина совета по поводу того, должны ли США помогать вооружать Украину во время их первой личной встречи. А первая личная встреча у них состоялась в 2017 году в Гамбурге, примерно через 7-8 месяцев после того, как Трамп стал президентом. Ну и вот они встретились, и вы знаете, что Трамп в последнее время, и это одна из коронок мага трамповской кампании, что если бы я был президентом в 2022 году, то Путин никогда бы не полез в Украину, ну, потому что все боятся. Ну, во-первых, у него хорошие отношения с Путиным, ну, и вообще все же боятся, это же такая гроза. Такая же страшная гроза для всех серьезных людей в этом мире, включая Ким Чен Ына и прочих и так далее. Так вот, значит, отмечается, что эта встреча прошла через 3 года после вторжения российских войск на Крымский полуостров, Крым, после того, как произошла аннексия Крыма. И в ходе этой встречи Путин якобы обнаружил, что Трамп испытывает какую-то обостряющуюся политическую неприязнь к Украине. В 2017 году Трамп якобы уже испытывал эту неприязнь. Я думаю, вряд ли, потому что тут надо комментировать еще то, что написала эта самая газета «Нью-Йорк Таймс», потому что, видимо, они много чего не поняли здесь, включая ближайших советников Трампа. В 2017 году, через несколько месяцев, Трамп прекрасно себя чувствовал, и он чудил, валяя дурака на должности президента Соединенных Штатов Америки. Ему Украина была совершенно нейтральна. Почему? Потому что тогда еще не было угрозы его импичмента, а угроза импичмента – это значит то, что Байден может стать следующим президентом, то есть Байден может стать его конкурентом. Ему плевать было на Байдена, а потому и на Украину. У него проблема появилась в 2019 году, когда ему надо было наехать на Байдена, чтобы убрать его в качестве потенциального конкурента, но не в 2017, через несколько месяцев после того, как он стал президентом. Так вот, Рекс Тиллерсон, который тогда присутствовал на этой встрече, это, значит, тогда был госсекретарь Соединенных Штатов Америки. И вот он назвал эту беседу между Трампом и Путиным мастер-классом Путину по формированию подхода относительно, то есть по влиянию на Трампа в том, что касается Украины. Он назвал его еще, так сказать, КГБшной штучкой. То есть, близко он подошел к вербовке. Итак, согласно Тиллерсону, в ходе встречи Дональд Трамп попросил у Путина совета по поводу того, должны ли США помогать вооружать Украину или нет. Вы представляете, вот ни с того ни с сего. Он знает, что Россия, Путин уже аннексировали Крым, что они делают уже на Донбассе. И тут Трамп, который президент Америки, а многие в Украине ожидают, что эта страна, там Будапештский меморандум, ну и вообще, да, должны помогать Украине. Обама, мол, плохой, не помог, а вот был бы Трамп, так вот Трамп ни с того ни с сего спрашивает: Владимир, а как ты считаешь, должен ли я помогать вооружать Украину? Путин, наверное, с трудом не свалился с кресла от такого вопроса. Ну и тут думаю, что он таким образом, Трамп формировал отношения Путина вот по поводу Украины. Да не формировал он отношения. Он просто явно напрашивался на... Это одна вещь, которую можно здесь назвать 2 вещами. Это вербовка и взятка. Ну, еще раз продумайте это. Вот вы встречаетесь с человеком, вы знаете, что ему эта Украина вот так вот нужна, Путин, это главное в его жизни. А его у него спрашиваете: а должен ли я твоему главному врагу, которого ты хочешь вообще поднять под себя, помочь с точки зрения вооружений? Ведь явно он напрашивался, чтобы ему сказали: да ты что, да не надо. Ну, то есть он ставил вопрос: мне плевать
Я могу сделать и так, и не так. Самое главное, что ты мне сейчас ответишь. Что ты готов дать мне, чтобы я не помогал Украине? В ответ Путин сказал Трампу, что Украина – это коррумпированная страна, страна-фейк. И настаивал на том, что у России есть полное право осуществлять свою власть над Украиной. Как сообщается, российский лидер ответил, что Соединенным Штатам, Трампу, это было бы большой ошибкой помогать Украине, поскольку Украина попросит еще больше. По словам 3 чиновников США, которые там находились, в Гамбурге, на полях этой встречи, Трамп не стал отвечать. То есть он подвесил вопрос. Вопрос подвесил. Что ты мне дашь? То ли мы зайдем речь о строительстве башни Трамп Тауэр в Москве и в Петербурге, а может еще в целом ряде российских городов. То ли еще о чем-то, о чем так хорошо Россия и ее спецслужбы работали с Trump Organization, начиная с конца нулевых годов, о чем рассказывал открыто публике младший сын Трампа, который возглавлял эту Trump-организацию. То есть Трамп сказал, что он готов, вербуйте меня, коррумпируйте меня. И это рассказывает человек, который сейчас говорят, что никогда бы Путин не напал, если бы. Да он бы купил бы его с потрохами, что он сделал и тогда, и сделал бы сейчас. Фиона Хилл, это сотрудник Совета национальной безопасности Трампа, который там же присутствовала в связи с организацией этой встречи, она сказала в своем комментарии в «Нью-Йорк Таймс», что Путин, по сути, говорил Трампу, что нельзя доверять Украине и не надо ей ничего давать в смысле помощи. Еще раз, с моей точки зрения, да, Путин говорил Трампу, что не надо давать никакой помощи. В ответ на просьбу Трампа: скажи мне, Вова, что мне делать с Украиной? Поэтому, повторяю, главное здесь это то, что Трамп напрашивался на то, чтобы Путин ему что-то дал. Типа, а где мой интерес в этом деле? Спрашивал Трамп. Ты наверняка хочешь, чтобы я не помогал Украине? Скажи мне, что я буду с этого иметь? Вот, господа, такая вот интересная информация, которая разбивает все эти мифы по поводу того, что кто-то его там боялся, и кто бы что-то там не сделал. Речь шла о бабках, и сейчас, повторяю, вот он еще не стал президентом, я думаю, что и не станет. А его сыновья, которые руководят Trump Organization, полный рост, уже ведут переговоры с правящей семьей Саудовской Аравии о многомиллиардном проекте строительства там всего. Ну, строить на свои деньги, на своей земле, а также в Омане строить будут саудовцы. Ну, а Трампу там большие деньги дадут за право повесить над этими всеми домами и башнями гордое слово «Трамп». Теперь немножко расстроим, вернее, вдохну немножко адреналина и позитивных эмоций тем, кто не хочет, чтобы этот рыжий стал следующим президентом Соединенных Штатов. Майкл Мур. Человек, который славет здесь точнейшим предсказателем исхода выборов, вернее, аналитиком, сильнейшим, потому что он демократ, причем такой закоренелый демократ, идеологический демократ. И он чуть ли не идол в значительной части американского избирателя. Он снял несколько культовых документальных фильмов. В общем, человек-легенда. Так вот, он опубликовал 2 дня назад материал, согласно которому Трамп должен проиграть, причем должен произойти крах полный. Ну вот что я вам сейчас скажу. Значит, Трампу конец. Если в ближайшие несколько недель каждый сделает то, что в его силах, он сгорит в огне. Если вы умеете читать опросы, имеете доступ к различным частным и внутренним опросам, проводимым элитой Уолл-стрит и членами Конгресса, то вы уже знаете, что эти выборы закончились несколько недель назад. Президентские выборы 5 ноября закончились несколько недель назад. И Трамп там проиграл с треском. Он просто отказывался верить, что сонный Джо, то есть Байден, больше не является его противником, а вместо него есть какая-то женщина, в кавычках, утверждающая, что она, в кавычках, черная, которая теперь собирается нанести ему удар в день выборов. Стремительный взрывной импульс в пользу Камалы Харрис не похож ни на что, что наблюдалось за последние десятилетия.
Именно поэтому, возможно, на данном этапе моей тирады мне просто необходимо произнести вслух то, что мне говорят в приватной беседе люди, которых я уважаю, и говорят не просто шепотом, а в возбужденных тонах. Внимание! Это ключевая фраза, которую я услышал за последние, одна из важнейших фраз, которую я услышал за последние недели. Не только связанная с выборами, а вообще в том, что происходит в этом мире. Так вот, это тезис. Рождается новая эра, в котором белый человек лишь один из вариантов. Но это не властные штаны мира. Ну, то есть вы поняли, да? Что мир отныне больше не принадлежит исключительно и безоговорочно белому человеку. То есть тут, прошу не обвинять меня ни в каком расизме, ничего, это вот публикуется в открытой американской печати. Все гораздо сложнее, и все перемешалось. И Америка действительно стала страной иммигрантов. И я вам скажу, действительно, то есть у меня вот младшие члены семьи ходили в школу здесь, начиная с самых начальных классов. И я наблюдал, как они учатся, и как учатся другие в классах. То есть американец, который рожден здесь во втором, в третьем поколении, ну, второй еще так себя, начиная с третьего поколения, у них все главное – это спорт и развлечение, и на этом построена учеба. А вот кто пашет, действительно, это иммигранты. И там из них выделяются китайцы, выходцы из Индии, а потом выходцы из Советского Союза. И система такова, что они в любой школе, даже государственной, средней, ты можешь учиться как угодно, ты закончишь школу. Но там всегда для энтузиастов проводят исследования. То есть какие люди или ученики успевают лучше в естественных науках, какие лучше в гуманитарных, и в каких именно, и потом их отделяют, и потом их переводят в более продвинутые классы, понимаете, от дебилов, для которых главное это развлечение. А потом и так дальше. То есть происходит селекция в любой школе, не только в частной. И в конце получается, когда заканчиваешь школу, одни идут в Гарвард, а другие идут мыть посуду в Макдональдсе. То есть здесь каждая профессия почетная, если ты делаешь ее профессионально, как надо. Но вот так вот проходит эта селекция. И вот на этом и держится сейчас. Куда ни плюнь, куда вы ни посмотрите, везде иммигранты. Маск, последний, теперь это духовный и финансовый отец этого самого напарника на пост вице-президента, который идет вместе с Трампом, Уэнса. Все иммигранты. Так вот, значит, как сформулировал Майкл Мур, это новая эра нарождается, в котором белый – это не обязательно президент Соединенных Штатов. Предвестником или буревестником уже был Обама, но Камала Харрис, она уже утверждает эту тенденцию. Лично мне, я вам скажу, мне все равно, потому что та же самая Ники Хейли, за которую я бы с удовольствием проголосовал до тех пор, пока она не упала под Трампа, призывая своих сторонников голосовать на него. А до этого я бы то ли за нее проголосовал с удовольствием, то ли за Камалу. Стране нужен прокурор, вот такой, как Камала Харрис, чтобы наконец-то проходимцев выпереть из элиты страны, которые они не приносят стране никакой пользы, а коррумпируют ее, просто коррумпируют, лишая ее будущего, особенно в конкуренции с такой страной, как Китай, где коррупции нет, за нее расстреливают. Так вот, значит, Майкл Мур сделал вот этот гигантский философский вывод, и подсчитав вот эти внутренние опросы, и он сделал выкладки по штатам буквально, пришел к выводу, что Харрис побеждает Трампа, коллегии выборщиков, набрав 270 голосов. Трамп проигрывает. И дальше он рассматривает всевозможные комбинации. Но он говорит, это не значит, не расслабляйтесь, потому что Трамп, он мастер вылезти из самой невероятной проблемы, из самой невероятной дыры. Поэтому ни на секунду нельзя расслабляться. И одной из проблем, которые он называет, это проблема Ближнего Востока. Опять мы возвращаемся, вот как все повязано в этом мире. Пожалуй, единственная серьезная проблема Харрис – это проблема Ближнего Востока. Это война Израиля против фактически мусульман, которые, к сожалению, представлены вот этими террористическими организациями. И
которые в значительном количестве проживают в штате Мичиган. А штат Мичиган никогда не было случая после Второй мировой войны, когда бы демократ, кандидат в президента от демократов, проиграл штат Мичиган, но все же стал президентом Соединенных Штатов Америки. Этого не было никогда. Ну, согласно Майклу Муру, это возможно сейчас. Хотя, значит, во многом здесь зависит все от Байдена, какую политику он сейчас будет проводить на Ближнем Востоке в отношении войны между Израилем и его врагами. То есть тут нужно балансирование буквально на тончайшей проволоке, чтобы не упасть. Вот что я вам, господа, хотел рассказать в сегодняшнем видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за вами, за нами. До новых скорых встреч.